Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Телец. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на очередную неделю. Неделя с 11 по 17 мая. Давайте же посмотрим, что вас ожидает и какие вам сегодня карты выпадут в нашем раскладе. Напомню, что расклад я делаю по дням недели, то есть на каждый день недели достану по одной карте. Соответственно, сначала с карты с основной колоды, а затем из дополнительной колоды. И мы посмотрим на те комбинации карт, которые у тельцов выпадут на эту неделю. Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете также оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень вам признательна за такую активность. Не бойтесь написать, не бойтесь оставить любую вашу реакцию на этот расклад, да, на эту запись. Итак, тельцы, давайте посмотрим. Неделя с 11 по 17 мая. Что же происходит у тельцов? Тельцы. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, первая карта, которая у вас есть, это карта восьмерка кубков. Она у вас выпала, собственно, на понедельник. Ну, здесь, знаете, такое может быть какая-то ситуация, где произойдет разочарование, что-то не получилось сделать так, как вам хотелось бы, возможно, в понедельник. И здесь, ну, что-то не случилось, как вы запланировали. Может быть, вы здесь не уверены в том, что вы делаете. И поэтому вам хочется развернуться, уйти, не разбираться в каком-то вопросе, возможно, так. Или вы понимаете, что вы сталкиваетесь с определенными трудностями в начале недели и понимаете, что избежать их никоим образом не получается. Ну и могут быть из-за этого тоже какие-то ситуации, такие как разочарование. Карта восьмерка кубков. Давайте посмотрим, что еще здесь будет вместе с ней у тельцов. Почему выпадает эта карта сложностей. Здесь же семерка пентаклей. Карта какого-то разочарования, что вложено много усилий, а результат не тот, который вы хотели бы, возможно. И это вас может расстраивать. Или расстраивать, что нужно в чем-то приложить еще много усилий, терпения. И что-то вот медленно растет. Как вот посадили что-то, а это что-то медленно растет. Не дает сразу результаты, которые бы вам хотелось, а возможно, вам хотелось какого-то ускоренного, да, развития. Также здесь может быть и сожаление о том, что вот как неуверенность в том, что смогу ли я довести начатое до конца, а смогу ли я там, не знаю, справиться с какой-то финансовой ситуацией, а смогу ли я скопить деньги. Вот знаете, вот такие вещи. Дальше идет, ну, кстати, может быть, еще и что-то с беременностью связано, как какие-то переживания по этому поводу, какие-то сомнения, какие-то переживания, да, из-за каких-то сложностей, которые возникают в этой сфере, да. И дальше идет девятка мечей, карта бессонной ночи или переживания, которые у вас могут быть. Кто-то может взять на себя много работы, чтобы покрыть какие-то финансовые расходы. Может быть, переживания из-за того, что что-то не совсем идет так, как вам хочется, и вы, ну, не знаю, из-за каких-то событий волнуетесь или сомневаетесь опять в чем-то, и поэтому очень много продумываете ситуации разные, проигрываете, поэтому плохо спите, потому что, ну, какие-то мысли не дают вам покоя, поэтому, опять-таки, здесь есть эта девятка мечей, и здесь у вас очень много, собственно, мечей выпадает в начале недели, тут же еще и пятерка пентаклей. Здесь она называется в Таро Тота worry, переживания, беспокойство, которое тоже в принципе перекликается с девяткой мечей в том, что вы можете переживать, опять-таки, из-за финансовых вопросов в том числе. Можете переживать какие-то неприятности, здесь какие-то сложности, или вот в чем-то не везет, что-то не удается, и вы чувствуете себя как будто бы, ну вот не совсем здесь удачливыми в какой-то момент. Дальше идет десятка мечей как завершение стрессового периода или ситуации неприятной, понимание, что ну все плохое уже позади, и ну наконец-то приходит этому конец, какое-то завершение.
Да, это тоже карта отчаяния, да, это карта поверженности такой и ощущения разбитости, ощущения какого-то, может быть, как изнеможения в каком-то вопросе, да, ощущение краха. Но также есть понимание, что завершается, да, этот период или какая-то сложность, и, собственно, дальше, возможно, будет лучше. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Есть 7 жезлов, то есть понимание, что наконец-то завершается период, когда вам нужно было быть стойкими или справляться с какими-то напастями, с какой-то критикой. То есть вот этот период стресса, в котором вы находились, или переживаний из-за сложностей, которые у вас были, или какой-то работы, которая на вас навалилась, и вам нужно было ее в начале недели выполнять. Соответственно, она как будто бы подходит к концу. И дальше к концу недели у вас уже карта лучше, потому что есть рыцарь жезлов, такая огненная стихия, карта огненного знака, показывающая, возможно, общение с огненным знаком зодиака, это львы, овны или стрельцы. Либо здесь вот такой ваш энтузиазм, пылкость и стремление заняться какими-то вопросами, делами, окрыленность по принцу кубков, какими-то идеями, когда вы готовы мчаться, добиваться, достигать, что-то делать, собственно, может быть вовлеченный водный знак. Здесь, да, рыбы, раки, скорпионы. То есть здесь вот такие стихии огненная и стихия водная, которые показывают ваше вдохновение и готовность, вот эту искру, да, желание действовать и делать, рисковать, если нужно, потому что у вас очень много здесь энтузиазма и вот этого вот стремления действовать. А дальше идет карта 4 пентаклей, карта получения каких-то денег, возможно, желание их сохранить, сберечь, какие-то, может быть, подарки получаете. Также по 4 пентаклей вы можете здесь не хотеть отдавать что-то, что вам принадлежит, какие-то деньги, не хотите тратить лишние деньги. То есть здесь такая бережливость может проявляться, и ваше желание где-то в чем-то сэкономить, не потратить лишнюю копейку. И тут же еще и страшный суд. По этой карте, по страшному суду вы можете... В целом, знаете, как могут ситуации какие-то повторяющиеся происходить. Могут быть какие-то выплаты, которые вам нужно сделать, а вы как будто не хотите на них тратиться. Или какие-то ситуации, которые в вашей жизни повторяются периодически, они требуют расходов, трат, да, и вам нужно эти деньги потратить, но вы стараетесь минимальным каким-то способом это сделать, да, минимальными расходами. Может быть повторяющиеся страшные суды, дни рождения, то есть то, что происходит у вас, да, какие-то расходы есть, но также подарки. Вы можете получать что-то, да, получать какие-то подарки или что-то материальное, и как будто бы чувствуете, что это вам принадлежит, это ваше, и как тоже не хотите этим делиться, не хотите отдавать, что мое, я это хотел, я это получил. И в целом страшный суд — это карта вот успеха и успеха в обладании, понимания своей успешности, что вы обладаете чем-то ценным, материальным, и что вы не хотите это упускать из своих рук. Возможно, даже вы получаете что-то или в дар, или вы знаете, как какой-то бонус, или какую-то здесь зарплату, не знаю, хотя в принципе это еще только начало месяца. И получаете, потому что вы это заслужили. Страшный суд — это получение по заслугам, то, что вам как будто бы воздается, потому что вы это получаете за вашу работу, за ваш труд. А дальше идет 4 кубков, и она показывает молодого человека под деревом сидящего, который разочарованно смотрит на кубки перед ним, и перед ним есть еще 4 кубок, который он не замечает, потому что смотрит вниз, не видит этого кубка, либо не хочет его рассматривать как вариант. И вы действительно здесь можете столкнуться с ситуацией, где вам что-то предлагается, а вы не хотите этот вариант рассматривать, хотя по 6 мечей он может быть очень даже перспективным и удачным, потому что 6 мечей — это карта вот какого-то хорошего шанса на удачу, которая вам выпадает, и вы можете его увидеть, заметить, а можете пропустить. И для вас очень важно здесь обратить свой взор на вот эти вот возможности, которые вам даются от Вселенной. Вам важно здесь, если какие-то шансы даются, схватить этот шанс, чтобы были позитивные перемены в вашей жизни. То есть если вы проявлять будете любопытство, интересоваться какими-то возможностями, искать какие-то возможности в интернете или узнавать у своих знакомых какие-то вещи, то вы имеете шанс эту возможность получить. А если этого делать не будете, то, соответственно, ее пропустите, находясь в состоянии какого-то уныния, апатии, да, и нежелания двигаться к лучшим каким-то версиям, да, себя или возможностям. И дальше 2 пентаклей.
Да, суета, да, какие-то очень хаотичные события могут быть в этот день, и много дел, много задач, которые вы решаете, но вы решаете их очень ловко, вы со всеми делами справляетесь, и в принципе по этой двойке пентаклей, как она жонглирует этими пентаклями, вы жонглируете всеми делами, правильно расставляете приоритеты, знаете, что нужно, что важнее сделать, что в приоритете, а что не так важно, что не так существенно, что можно сделать, допустим, потом, после, оставить на потом. Вот она, двойка пентаклей. И вместе с картой дьявола, которая в целом-то говорит про Козерога, про человека, знака Козерог, может быть общение с Козерогом, а может быть здесь, знаете, как ситуация, где вы можете находиться в таком состоянии колебаний, как поступить. То есть какой-то выбор, может быть, два варианта, две возможности. И одна как позитивная, какая-то светлая, добрая, а другая наполненная тщеславием, корыстью или чем-то таким. Вот. И вы думаете, как лучше поступить для себя, как, к чему прислушаться, к своей светлой или темной стороне, как лучше действовать. То есть взвешиваете плюсы и минусы. Но по дьяволу вы можете находиться в состоянии такого искушения своего рода, когда хочется вот именно так, как вам, да, подсказывает ваше тщеславие там, или эгоизм. То есть нужно быть осторожнее в плане выбора. Однозначно. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для тельцов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого.